Там нет туда врача, к которому меня привели. Девушка, спросите, пожалуйста, еще раз. Я уже 2 часа лежу в коридоре с приемного. Мне реально уже сил нет тут терпеть. Она вот только что сказала, позвонила. То я еле дошла сюда. Говорят, стресс может стать причиной возникновения рака. Многолетние исследования связь стрессовых факторов с образованием опухоли не подтверждают. Врачи не устают повторять, что рак – сложное системное заболевание, связанное с повреждением генома клеток. Но все же довольно трудно спорить с тем фактом, что стрессы, хроническая усталость, плохой сон увеличивают нагрузку на иммунитет и снижают его защитные функции. А это, в свою очередь, помогает раку прогрессировать. Анастасия была уверена, что слишком большая нагрузка на организм стала одной из ключевых причин развития онкозаболевания. Трудная работа, хроническое недосыпание, маленький ребенок, проблемы в семье, временное расставание с мужем. И организм дал сбой. Настя пыталась справиться сама. Не выдержав, обратилась за помощью к психологу, а затем и к психиатру. Выйдя из депрессивного состояния, Насте удалось вернуться к полноценной жизни, вновь сойтись с мужем и даже запланировать второго ребенка. Уже тогда врачи диагностировали эрозию шейки матки, наблюдался сбой цикла. Медики считали это проблемами минимальными и не требующими вмешательства с их стороны. Но Насте удалось найти специалиста, который отнесся к ее состоянию более внимательно. Врач направила ее на дополнительное обследование, и анализы выявили дисплазию 3-й степени. Гинеколог порекомендовала не медлить и сделать резекцию. Удаленные материалы были направлены на гистологию, которая выявила рак шейки матки. На тот момент ей ставили начальную стадию. Необходима была повторная операция, но ее все откладывали, ссылаясь на то, что у Насти ремиссия. Лишь спустя несколько месяцев была проведена полостная операция, однако и она была сделана без предварительных МРТ и ПЭТ-КТ. О наличии или отсутствии метастазов ничего известно не было. После операции Настя прошла 24 сеанса лучевой терапии. И лишь спустя время выяснилось, что уже тогда были метастазы в легких. В московской клинике необходимо было пройти тест для генетического профилирования опухоли. Стоимость такого исследования – 350 тысяч рублей. Для Настиной семьи сумма была неподъемной, и ей пришлось собирать средства в интернете и через благотворительный фонд. По итогам анализов Анастасии назначили курс химиотерапии. Но помимо побочек от самого лечения, Настя стала замечать и другие тревожные симптомы. Появились сильные боли, высокая температура. Оказалось, у Насти начались серьезные проблемы с кишечником. Язва, с каждым днем боли усиливались, но в местной Ставропольской больнице лечения никакого не назначали. Со вчерашнего дня в больнице ездят, они ничего не могут сделать. Ничего. У нас не лечат язвы. У нас больше ничего не лечат. Наверное, сначала нужно вдохнуть в коридоре, а потом тебя куда-нибудь положат. Просьбами, скандалами, по очередной скорой Анастасия все же попала к хирургу. Ей дали обезболивающее и назначили дату госпитализации. В больнице у Насти случилось сильнейшее кровотечение. Дали о себе знать последствия агрессивной лучевой терапии. Господи, я прошла через это, если бы вы видели, что со мной было. Ставрополь спалил мне все, что можно было. Весь малый таз почти полностью сгнил мочевой, почти все кишки. Ей назначили экстренную сложную операцию. Подписчики Насти за сутки собрали необходимую сумму – еще 350 тысяч. А тем временем рак продолжал прогрессировать. Химиотерапия перестала работать, и Насте назначили еще один дорогостоящий генетический анализ. А затем новый врач сообщила Насте, что ей положена Кейтруда. Однако это лечение было оптимальным еще год назад, сразу после проведения операции. Но в больнице тогда ей сказали, что никакой иммунотерапии ей не положено. И только сейчас Насте удалось добиться терапии этим препаратом. Но было потеряно слишком много времени. Очередное обследование выявило новые метастазы, уже в костях. Увы, Насте становилось только хуже. Болезнь больше не удавалось сдерживать никакими лекарствами. Анастасии удалось прожить 4 года с диагнозом рак шейки матки 4-й стадии. Чувствую себя просто охрененно адски плохо. Просто я вот 5 дней лежу трупом. Мне так плохо еще никогда в жизни не было. У меня такое ощущение, как будто меня взяли, просто трамваем переехали. Так что не теряйте, просто мне очень плохо.